Что делать 5 пацанам, которые собрались для того, чтобы заработать деньги? Куда идти? К гемблерам или к подписочникам? Длинная окупаемость подписка, гемблеры к этому не готовы. Подписочники готовы. Бывают, проскакивают какие-то приложения, которые могут себя, в принципе, окупить за первый месяц. Они не хотят арбитражить, слышали где-то про прилы и хотят вот типа зайти в прилы и быстро начать зарабатывать. Сделать там за 2-3 месяца по 2-3 прилы абсолютно в разных категориях. Вот вы что-то все говорите о мобильных приложениях, а нам надо где-то заработать бабки. Как нам их заработать? Чего вы собрались, если вы не знаете, что делать? Если у тебя есть задача зарабатывать несколько тысяч долларов в месяц, то самый простой способ — аутсорс. Если ты просто хочешь типа срубить бабок в моменте и там купить себе Мерс AMG, проще способ там, чем арбитраж, либо делание гемблы, тут нету. В гембле в месяц можешь 50 тысяч заработать чистой прибыли. В один. Ты с одного приложения. Если бы ты захотел сюда впрыгнуть, какой самый простой способ? Я думаю, найм. Я бы начинал только с этого. Друзья, сегодня у нас в гостях человек-легенда. Станислав Ананасович Мантуп. Скажи, пожалуйста, что я маленький человек с большой буквы. Друзья, сегодня у нас в гостях человек-легенда. Друзья, сегодня у нас в гостях человек-легенда. Маленький человек с большой буквы. Станислав Ананасович Мантуп. Практикующий философ, проктолог, уролог. Этот человек взял и просто на ровном месте пришел из табачки в арбитраж, а потом в мобильное приложение. И сегодня он поспорит с нами, что же лучше в мобильных приложениях, iGaming либо подписки. Будет очень интересно. Я даже не знаю, что добавить таким регалиям. Стас, он же Монти Мэн, это человек, который специалист в очень многих вопросах по жизни. Он просто гуру iGaming, он разбирается во всех рода приложениях, а также он сможет вам раздать бесплатные советы, куда вам нужно идти, куда что инвестировать, как распорядиться своей жизнью, где есть капусточка. Друзья, сейчас Станислав Ананасович представит сам себя. Это человек, который не требует представления, но представит сам себя. Всем привет, друзья. Рад, что мы сегодня здесь с вами собрались. Я буду сегодня противовесом на 2 чашах одних и тех же весов, хотя я, в принципе, сам весы. Не просто будет сегодня, но я думаю, что мы разберемся и познаем истину в вопросе, что же все-таки лучше. Мобильное приложение с подписками, либо же iGaming. Спасибо. Что, Стас, привет, привет. ребят. Привет. Давно не виделись. Привет. Привет, Достаточно. Приехали из офиса Привет. вместе. Станислав просто занимается в нашей организации iGaming. Ну, как занимается? Так, следит, чтобы оно там как-то работало. Он адепт этой индустрии. Но, в принципе, в длинную смотрит и в подписки. Мы больше за подписки. Но подписки длинные деньги, а iGaming более быстрый. Мы больше за подписки, но в принципе и смотрим в В принципе, iGaming. Так, не грешим. если на так стороне подытожить, заработать, да? если так подытожить, то, в принципе, все вроде как смотрят куда-то в одну сторону, но не против как бы расфокусироваться немножко. Что про подписки, вот так вот, если тезисно? В 3 предложениях, что можно выделить такое ключевое, основное? Долгие деньги. Более долго. Это мы отнесем в минус. Нет, не долгие в плане получения выплат, а длинные деньги, вот так. Длинные. Ну, это такая абстрактная характеристика. Ну, просто вот как она есть. Смотри, Длинные деньги. основное в сравнении — это окупаемость больше. То есть ты не окупаешься в тот же месяц. К тому, к чему привыкли как бы ребята из как бы аффилиейт-маркетинга. А Смотря единороги какие ж подписки существуют? А, Кто... братан, кони, единорог, все эльфы, Фениксы там какие-то. лепреконы, Чармандер, например. Ну, Шармандер? Дональд Макдональд. ну, что Чармандер не Ну существует? это же хочешь не сказать? единорог. Ну, слушай, я думаю, это, ну, как бы из той же стези. Я имею в виду единорог в виде того, что, ну, бывают, проскакивают какие-то приложения в какой-то там супер нише, которые могут себя, в принципе, окупить за первый месяц. Ну, бывает. Ну, не в бизнес-модель. Ну, то есть это скорее случайность, исключение из правил, чем какая-то точечная... Ну, Как это... будто у коня вырос рог.
если, не знаю, 1000 программистов зарелизит приложение, 990 с них ничего вообще не заработают, 9 заработает что-то, а 1, возможно, окупит это все за месяц, заработает много. Вот в такой пропорции это, наверное, только надо еще сотни тысяч прикрутить в эту пропорцию. В среднем подписочники, я думаю, там за 7-8 месяцев окупают этот. Кто-то там за 3, кто более чернит, а кто-то и за 1,5 года, кто там вообще в белый. Ну, есть кейсы за 2 недели, но там типа пиздец. Ну так это долго так не поедешь. чернее гамблы там. Да. Ну, хорошо, это пускай будет первый факт про подписочные Но это приложения. основное, что отделяет людей из аффилиейт-маркетинга от прихода в подписочные приложения. Это то, что они как бы не привыкли, они хотят сразу окупиться. Второе, это, наверное, более сложная разработка. Хотя, может быть, и нет. Непонятно, кстати, честно говоря, что более сложно. Просунуть на потоки iGaming приложения не особо тривиальная задача. Ну да. Ну, насколько я как бы понимаю и одну, и вторую сторону, как бы основа в подписочных приложениях — это именно техническая экспертиза, то есть там как бы нужно работать над контентом, над функциональностью приложения, оно должно быть комплексное, полноценное, работающее, иначе как бы в нем и смысла не будет. Если говорить про приложения, которые там используются для iGaming, там, ну, как бы, как таковой смысловой нагрузки эти приложения не несут. То есть там не нужно исхищряться над кодовой функциональностью каких-то функций, но там работает как бы другая история, то есть не каждое приложение, оно может попадать в стор за счет того, что, ну, как бы какие-то методы, которые используют для iGaming-приложения, они достаточно, скажем, палятся, и эти приложения не проходят в стор по причине того, что они, в принципе, содержат то, чего содержать не должны. Но мне не кажется, что в подписках, если это не какое-то жесткое контентное приложение, что там сильно сложно технически. Ну, там, ну, определенно больше разных технических. Там какие-то платежные аналитики и еще что-то. Ну, вы разделяете технически от комплексного решения. В подписках более комплексное решение важно. Тебе надо там, чтобы у тебя было прило в определенной нише, важно, какие там боли пользователя она в этой нише закрывает, метрики, как на него будет идти трафик, с какой окупаемостью ты все это будешь выстраивать. Ну, типа комплексно, там больше работы, назовем это так. Но если взять iGaming, то у тебя в рамках приложения комплексно меньше работы, но пропихнуть его, чтобы потом у тебя сошлась математика, не знаю, как по мне, не так и мало тоже работы. Но мне кажется, мы уже говорим немного забегая наперед. То есть, чтобы сложилась математика, это вопрос не к разработке именно приложения, это не к разработчику условно вопрос. Так мы же не разработчики. Ну, давайте Ну, тоже. здесь никто не Тут разработчик. так неправильно. Надо тогда разделить подписочные приложения на там условно серые и условно более-менее белые. С точки зрения того, что если это какое-то там большое хорошее приложение, то там много разного надо придумывать, доделывать, обновлять. А серое — это там раз залил и просто жесткие там paywall экраны провел. Чего? В моем понимании, это белое приложение. Если ты не нарушаешь правила Apple, это не серое Ну, приложение. хорошо, для Apple это белое, но я имею в виду, как есть же разница. Выпустил раз просто приложение и обновляешь его 10 лет. Чуть разные. Есть. Может, ты такой хороший специалист, что за один раз все реализовал. Понятно. Это в Гамбле тоже такой хороший специалист игру придумал там. Такую слоты. Всего-то WebView туда включил, просто сайт открываешь. Ну, чтобы помочь твоему сложному функционалу. Ну хорошо, давай, нас будут, скорее всего, смотреть и ребята, которые делают подписочные приложения. И дети. И единороги, да? И гимблеры. Что мы скажем для детей? Ну, надо обязательно учиться, как бы, английский язык. Майнкрафт, колу. Физкультура. Дрочить со скольки лет начинает? Ну, это Советуешь? индивидуально. Ну, советуешь. Я же не врач, чтобы советовать. Как не врач? Кстати, мы Стаса как-то товарищ в чате спрашивал, а Стас, он очень хорошо разбирается в медицине, потому что он там сам себя лечил во многих ситуациях. Вот, и товарищ спрашивает в чате, посоветуйте, кого он посоветовал? Гастроэнтеролога. Я просто кинул контакт Стасу, и Стас ему провел консультацию. Нормально Он ты потом провел? отписал же, очень хороший специалист. Да. Сколько ты с ним говорил?
Мне кажется, где-то час. Но там Реально часовую дал? да, я думаю, что там где-то 10 минут это было именно по вопросам гастроэнтерологии. Там ЖКТ, как он И работает. 50 проктологии? Нет, и 50 это уже психология была. Да. Вот, да. Ну, как бы врачебная тайна не позволяет мне раскрывать, как бы, Секреты. да, поэтому ограничимся таким поверхностным ответом на этот счет. Хорошо, возвращаясь к подпискам. Первое — это длина окупаемости. Второе — это что? Сложность разработки? Нет, минус, да, не сложно в сравнении с геймблой. Несложно, если это одно. Надо определить, о чем мы говорим. Мы говорим об одном приложении, мы говорим о бизнесе как таковом. А мы с же многим приложением. эфемерно. Ну, то есть, как бы мы ни с одной, ни со второй стороны мы не заходили в Мы никого детали. не Давай, защищаем. в среднем. типа, В этом экспертиза разговор. тебе, чтобы залететь в количестве сотрудников, которые тебе нужны для публикации гимблы или подписочного приложения. Подписочных надо больше сотрудников. Ну, типа, разобраться надо больше. Тебе надо... Что, сотрудников у нас, остаться в один момент было больше, просто их было таких. Это другая, это мультипликаторы сотрудники. А я тебе говорю просто базово, чтобы прорелизиться. Ну, ты хочешь залить гимблу, кто тебе нужен? Тебе нужен разработчик, тебе нужен дизайнер, тебе продакт не нужен толком. Типа вообще. Так для одной подписки тебе тоже не нужно ничего. Ну, для одного подписчика. Нет, чтобы она заработала деньги, надо на самом деле. А что тебе надо? Ну, ты потом на него трав будешь запускать, как минимум. А на геймблу, не? Да, но на гимблу не ты будешь запускать. Почему? Не факт. Почему не ты? Ну, если ты отдаешь на аренду или куда-то. Ну, надо же найти Да, это того, уже, кого ты это будешь уже арендовать. детали в среднем. Ну, в среднем, что туда нужны Да, а в сложность, одинаковой пропорции одного и того же профиля сотрудники. Ну, Давай пойдем- давай пойдем у от- тебя будут paywall сплитовать и main функционал приложения, тебе нужен человек, который это будет делать. В Гимбле Хорошо. у тебя как такого main функционала приложения нету. А ты что думаешь, в гимбле ничего не нужно сплитовать? Ну, ты не можешь влиять. Ты можешь сплитовать в рамках рекламных потоков какие-то Ну, офферы. офферы тебе надо Офферы, подбирать. да. Так ты можешь Так сплитовать. это что же кто-то Это должен делать. тоже человек. Ну, это ты тоже можешь отдельный делать. человек. Это не животное, чувак, это, блядь, человек. Ну, это делает человек, Так там, paywall владелец тоже ты бизнеса. можешь делать. Ну, paywall ты можешь делать, а придумать, кто их будет. Ты? Ну, А ты там как- придумать, где офферы найти, кто оффер. будет. ну, искать оффер, но ты не придумаешь оффер. Не, такого узнать, там, типа, поехать на конфы узнать. Да не, ну реально примерно одно и то же. Ну, и там одну прилу может сделать один человек. В одно рыло может сделать. Типа, условно, один прогер и один ты, как проджект. Как проджект, рекламщик, весь вместе. С натяжкой, ну, да. вообще, если ты инди-разработчик и такой, ну, скажем, не сильно повернут исключительно на коде, а еще и там любознательный в каких-то других сферах, то один человек может сделать как утилитную прилу, полностью ее сделать, нарисовать. Сейчас куча есть аишек, которые выдают как бы и ассеты отдельно, и графику Лого, рисуют. скрины, да. всё. Да, поэтому в целом, типа, один Поле воин. человек может сделать вообще полностью все, если он является разработчиком. А если не является? Ну, разве что купить может. Ну хорошо, сделал он два разработчика. Один сделал гимблу, второй сделал Да. подписки. Ну и что им дальше делать? Нихуя, если без рекламы ничего. Ну, Что что там и один, там. что второй может запустить рекламу. Или Где? продать приложение. Где Не, угодно. ну АСО, хорошо, но В потом... сервисе Foroson может запустить Foroson.com. Точно. .com. А еще специальное предложение. Он может сдать кому-то, а если у него гимбловый април, он хочет с него зарабатывать. Он может обратиться в отличный сервис и сдать ее им в аренду. Аппарент. Так, а что еще может быть? Ну, еще он может запустить... ему надо проверить, как у него работает код вообще, уникальный И или для нет. этого... Он заходит в forefactoring.com. А Так, еще он пока будет сидеть, у него по-любому заболит что-то. Он может обратиться к Станиславу Хотиню Кто Монти. доктор? For.доктор. Ладно. Сколько консультация стоит? $4. $4? Вот Да, $4 минус per minute. per minute. Да, хорошо. А если он попробовал, у него ничего не получилось, и он это приложение, хочет скинуть? Можешь написать куда-то пацанам, обратиться? конечно. Да. Каким пацанам? Всем нам, во все наши телеграммы. А где они есть Вот вообще? есть, чувак, ты их не видишь, но они есть. Точно? Точно. Ну ладно. Все, что, так мы только нативка одна- как подъехала, так и уехала. Мы только одну причину нашли. Типа, по факту, только окупаемость денег.
Так ты не искал даже. Искать надо было. Давай поищем, Давай брат. Ну, что поищем. значит окупаемость денег? У тебя долгий продукт. Например, у тебя есть приложение подписочное 5-летней давности, которое несет там энное количество денег. У тебя К может... примеру, 0. Ну возьмем, что оно несет больше нуля. У тебя может схлопнуться команда, компания, не знаю, что-то произойти в жизни, ты закончил уже этот бизнес. Но если оно за тебе закреплено как за разработчиком, тебе будут капать деньги ежемесячно. В любом случае. Но если ты его Пока- купил, да, то Да, да, да. Ну, мы говорим о более-менее То есть это успешном, будущее. минимальном. у тебя есть будущее. Тут же, если ты заболел, у тебя сломалась нога, сотрудники ушли, рекал, кинул что-то, не проходит, закрывает стор гайки, Будущего ты ничего не нет, будешь. но будущее. Но А если ты лил парю в шаре? И к тебе залетел хайроллер. Ну тогда есть будущее. Ну, да, но каков шанс такого? Но в основном... А каков шанс, что этот инди-разработчик... Давайте вообще подведем статистику. Сколько есть инди-разработчиков, которые после этого ну, как бы закончили, Жизнь в принципе... самоубийств? Нет, ну с разработкой хотя бы. После чего? Ну, после своих релизов и неудачных попыток. Не, ну смотри, тут, если по правде говорить, то реально же большинство гамблеров, даже вот там, ну, с учетом всех факторов, льют за FTD. То есть мало кто льет за RefSharp. Да, конечно. Ну, соответственно, потому как бы там, если Ну, и в том случае ты ну, купил ты уже приложение, говоришь, там есть льет. хвост, там нет. Ты уже говоришь льет. Мы ж, скорее всего, Ну, получает рассматриваем не трафик этого как-то. разработчика. Получает трафик как-то. Так нет, смотри, это же легко проверяется. Ты, если выключить тебе телефон на 3 месяца, и потом включить, и зайти и посмотреть, какой у тебя будет ревеню на следующий день после того, как ты выключил телефон на 3 месяца. У тебя не было доступа к интернету, ни к чему. Ну, по моему мнению, у тебя ревеню будет близок к нулю. Не обязательно конкретно у тебя, а у человека, который занимается геймплеем. Потому что рынок очень динамичный, что-то будет все время меняться, кто-то может поломаться, байер уйти, рекламщик уйти, на оффер кинут и так далее, и так далее. Так, Если выключить телефон человека, уже не который так. занимался подписками через 3 месяца, он зайдет на следующий день, у него просто придут деньги за 3 месяца. Если ничего не забанится. уже не так, потому что ты уже говоришь С как ним про можно миллион какой-то таких подкастов ставить. командный... Может, одно и то же 2 часа. Почему? Ты хочешь узнать, почему? Начали. Ты реально хочешь узнать, почему? На самом-то деле ты уже начал говорить, как это, ну, в виде командной истории. Там Байер ушел, кто-то там еще То они ушел. командные. Так Давай не соло. командной, у тебя с разработчиком по белым приложениям утилитным точно такая же история. Не согласен. У Почему? тебя 2 разработчика. Так. Один геймблер, второй подписки разработал. Хорошо. Давай возьмем этот разработал геймблу, нашел оффер и все, и так далее. Хорошо? Этот там Мгм. сделал подписки. К примеру, без мотива, без ничего, их приложения встали в какие-то ключи. Да. К примеру, этот в моменте получает $5000 в день, а этот получает $2000 в месяц. Вот в моменте это произошло. И все. И вот они оба выключают телефон и доступ к интернету на 3 месяца. Когда они зайдут через 3 месяца, плюс 1 день, что у этого будет геймблера? Не знаю. Ну. Он мог 5 поставить на фьючи и сорвать куш. Да не, ну, мы же начали Ладно, скорее конструктивно Смотри, всего, на говорить. самом- забанится самом-то Брила, и деле- ничего не будет. Но денег будет на кошельке больше. Да, В моменте. в моменте. В В да, моменте. Да, Меньше. Да. да. Но от того будет там падать это как-то, а может не будет падать, но в долгую будет больше там. Вот вся разница. Ну, если они за всю свою жизнь сделали по одной приле, у утилитчика утилитка не забанилась, то он когда-то, если он, конечно, проживет столько же по времени, то, ну, наверное, она перегонит в деньгах. Наверное. Почему, наверное, и почему столько же по времени? Ну, типа, там разница может быть не такая длинная, не вся его жизнь, а полгода. Там, Чисто год. на твоем примере можем посчитать. Да нет, да это просто в годовых надо мерить, да и все. Ну, то есть, условно, если у тебя Да в годовых окупаешься за утилитчик 6 выиграет. месяцев, то у тебя x2 будет там годовых или сколько на затраты. Ты сейчас как о бизнесе говоришь. Он Да. хотел тут говорить о соло-инди-разработчике. Нет, так Соло мы это инди-разработчик, разделять он вложил должны. в ботов на форосоточек каком и на аутсорсе там сам или как-то разработал прилу. Суммарно она ему встала типа там в $10 000. И он условно типа сделал там MRR в $1300. Ну, Вот. так он на геймблу тогда все то же самое потратил. Ну да, но на геймблу ему в моменте меньше. быстрее окупится. В моменте, да, но цикл жизни меньше. Как бы я, скорее всего, уверен, что если взять по году, тут будет больше, либо они сравняются. Ну, вопрос, как тут нальется. Тут По просто первому году. Я думаю, в первый год в гамбле будет больше, честно.
Вопрос, как нальется гимбла. Или как она проживет, Ну, сколько в простоит и так среднем. далее. Ну, Много типа, вопросов. вот по тем роям, что у Стаса было, первый год было больше. Ну, да, если взять удачные примеры, это... А Не, если ну взять по году комплексно... все суммарно. Вот сколько Стас потратил по году и сколько пришло ревеню. Первый Ну, год первый тоже год больше было, за согласен. года 2-3 подписки обгонят, если они проживут столько. Ну, и что делать тогда ребятам? Куда идти? Гимблером или к Нет, подписчикам? так мы же плюсы и минусы. Мы нашли первый плюс либо минус. Это более длинные деньги в подписках. Ну, это просто характеристика Ну, абстракции. характеристика. Второй причиной, что было у нас? Мы ее конкретизировали? Еще нет, мы ее не нашли. Давай найдем. Ну, вторая Давай. причина, в гимбловых командах все более модные. Так, это опять причина- команда. Ну, в гимбловый соло разработчик будет более модный. Не будет. Ну, он будет более модно выглядеть. Типа, банально. он Нет. будет писать Ну в да, Балансиаге, да, а да, не в да. этом, а не в H&M. Нет. Чего? Я думаю, Уверен, нет. одинаковые, чувак, честно. Но если такие разработчики будут смотреть этот выпуск, отпишитесь в комментариях, пожалуйста, какие у вас есть самые дорогие брендовые вещи. Почему мы говорим все время об инди-разработчике? Где вообще эти инди-разработчики? В Индии. Ну, блядь, типа, вот, наверное, в Индии. Ну. Давайте так, давайте какой разработчик чаще будет мыться? Новый или подписочный, как вы думаете? Я думаю, Ну, душ. гимбловый чаще будет. Да? Ну, потому Он что... типа метросексуал более? Ну, вопрос не в этом. Ну, как бы он и так немножко запачкался на работе. Типа отмыть репутацию Ну, будет типа, да. А пытаться? тот, типа, белый разработчик, я белый, типа, не пачкался. Типа, а второй черный? Потому что из Индии. Это уже какой-то... Российский подкаст? Нас просто, скорее всего, будут смотреть не эти инди-разработчики, а полутемщики, условно, можно их так назвать. Типа, там какая-то группа, я думаю, характеристика этих людей — это такая группа Типа из 3-5 человек малых. мразей. Ну, не мразей, а манимейкеров, которые хотят что-то где-то заработать. Или там... Может, у них есть друг-разработчик, может, есть друг-дизайнер, может, они кого-то знают, хотят попасть кому-то в команду, на работу и так далее. Ну, как бы вот это целевой, в принципе, портрет. Ну, давайте возьмем команду из 5 людей. 1 овнер, 3 разраба и один У него дизайнер. ко-овнер должен быть обязательно. Ко-овнер? Ну да. Типа коровы? Нет, то кау, а ко-овнер. Ну, тогда 2 коовнера, 2 разработчика и 1 дизайнер. Нет, давай так. 2 ко-овнера, CTO, SEO, CFO и больше никого. CCO, CMO. CCO, CFO. Но это на аутсорс. Где ты видел на аутсорсе CCO и CMO? Блядь, потому что человек 5. Где им еще взять 2 аутсорсить? А, не, подожди, они могут из генерированных сотрудников нанимать. Ваше понесет, все. Говорит, у меня CMO, это Миджорни. Повезло, что Жени нет. Он вообще впадает там в истерическое с ним состояние. Кстати, может, на момент выхода и будет. Ладно. Ну, есть 5 человек. Телепортируется. Всё, в пизду, блядь. Пацанов какой-то телепорт. Ну, это просто вырежем. Нет. Ладно, давайте найдем второй плюс хотя бы, или минус. Команда из 5 этих ковнер. Так. Зафиксировали. Зафиксировали. Ну, в целом, как бы, если целом поговорим про такую среднестатистическую команду из 5 человек, ну да, наверное, у них есть какой-то там предводитель, дирижер, назовем его так, кто-то его называет оунер, фаундер, там, директор, как угодно. Он, скорее всего, просто имеет какие-то деньги, имеет какие-то связи, контакты, и у него должен быть ближайший человек, это какой-то технарь. Ну, он, кстати, может быть и коунером заодно. То есть кто-то, кто будет отвечать именно за техническую операционную работу. Еще у нас 5, да, человек? Надо в 5 человек Нам не вписать. надо находить, кто эти люди. Мы пытаемся найти разницу между гэмблой и... Да, конечно. Будет в любом случае... Будут рассказывать про 2100 год, начнем с построения планеты. Говорит, сначала были грибы, потом паростки, молекулы.
Короче, длинная окупаемость подписка, гамблеры к этому не готовы. Подписочники готовы. А можно предположить, что подписочники не готовы к быстрым деньгам? Да никто ни к чему, блядь, не готов. Да, это, кстати, хорошее замечание. Ну, если мы кидаем Просто такой они, панч... они боятся быстрых денег. Да, я уверен. Типа не знают, что с ними делать. Придется да. роликсы покупать, балансиаги. Ну да. Ну, если мы кидаем панч в то, что... Бенч? Нет, бенч — это другое. Если мы кидаем панч... Бенч? Попробуем с третьего раза. Если... Сейчас, пока ты будешь пить. Если мы кидаем панч... Получилось. Если мы кидаем панч... Конструктивно, блядь. Ладно, давайте. Мы нашли две причины, Да. охуевшие. А вторая какая? У нас пока что только Первая. одна. Гэмблеры и разные серые чуваки Так. суд надолго замораживать деньги. Второе. Подписочники, они типа задроты, программисты, они суд быстро зарабатывать деньги. А кто богаче, знаешь, из них двоих всегда? Из них? Тот, кто продавал лопаты? Подписочники, чувак. Нет. Потому что они могут себе позволить замораживать деньги надолго. Нет. А гемблеры не замораживают деньги надолго. Знаете, кто в этом всем выигрывает? Вот ты и попался. Продавцы расходников. Потому что они продают расходники и подписочникам, и гемблерам. Аккаунты берутся, прокси берутся, антидетект браузеры берутся, все берется. Ну вот они, кстати, самые главные ссыкуны, потому что они не идут копать золото, а идут собирать ошметки. Ну, слушай, они тебе дают лопаты, чтобы ты копал. Ну, я О, понимаю. мы же с тобой говорили, да, за то, сколько зарабатывает антидетект браузер? Ну, мы считали... Не думаю, Ну, нет. мы считали, пытались посчитать, сколько зарабатывает SaaS. Как С Нестором, Кейтара. с Нестором. С Нестором? А Кейтара не с тобой тоже С говорили? Нестором. Что, все Нестор пытался посчитать? Возле кухни за Любуш. Мы шли, и Нестор считал, что он зарабатывает $400 000 минимум в месяц. Короче, реально, мне кажется, единственная объективная разница — это просто кто-то готов как бы к длинным деньгам, а кто-то готов только к быстрым. Вот это вот единственное, что отличает. В остальном все там примерно сложно сделать одна и та же и залить одинаково, и все остальное. Ну, я бы сказал, усилия надо прилагать в том же количестве, что там и там. Ну, типа, технически они абсолютно разные. Ну, совершенно разная Если- механика работы. Да Почему? разное, И там конвейер-завод нужен. Ну, Если не такой. говорить у тебя, у Ну, тебя... точно смотря на такой какой, же. там же кто-то просто... Они же, ну, типа, зритель не понимает, о чем мы говорим. Мы говорим про конкретно клепание органических большого количества вот этих вот прил и заливание их там мотивированным трафиком. Может же быть другое. У тебя может быть и прила, которую ты льешь с Фейсбука, и там делаешь контент какой-нибудь. Он там, как у Андрюхи, эти похудения, он там снимает видосы. Это совсем другое. А в гембле у тебя очень большой набор механических действий и отклонов, И модерации, опять же, мы обмана. сравниваем с гэмблой ASO. То есть, типа, если брать там гэмблу для залива, это же другая история вообще. Ну, думаю, тоже хреново проходит модерация. Хуже, Не, чем... хреново, но это ж типа не бизнес полностью. Это просто, это как ты, считай, продавец расходника. Ну, такой же. Ну, Просто поэтому когда все продаешь очень деньги. разные водные. Вы просто не покупаете. Основной запрос, который у людей, которые смотрят, это вот нас там примерно 5 человек, и что-то вы что-то все говорите о мобильных приложениях, а нам надо где-то заработать бабки. Как нам их заработать? Вот так вот примерно у всех запрос. Ну, не отвечая на их вопрос, как минимум, а чего вы собрались, если вы не знаете, что делать? Ну, как вас собралось 5 человек? А чё они, блядь, Канал. смотрят YouTube, если они нахуй не Ну, знают? то есть, где типа, зарабатывать? Пытаются понять, То как есть, заработать понял, деньги. за 5 придурки, человек собрались где-то на диване, включили Спешат YouTube работать. и смотрят это видео и задаются И вопросом. все голову на одном, понял, диване. Ну, или они себя все воображают какими-то Стивами Джобсами и как второго звали. Стив Возник. И голландский Да. штурвал такой перекрестный. Типа все собираются в гаражах там и смотрят Белорусский YouTube. завтрак. Такое не банят? Белорусский завтрак, а что тут такое? Нет. Тут такая... Так пусть погуглят. Кто знает, тот знает. Ну,
как бы, что им делать? Ну, блин, если вы уже додумались собраться впятером, ну, как бы На диване додуматься... причем. Ну ты же любишь гайды, типа вот дай гайд, вот 5 человек, они смотрят, они что-то хотят куда-то зайти, что-то начать Они не хотят арбитражить, слышали где-то про прилы и хотят вот типа Да. зайти в прилы и быстро начать Ну, зарабатывать. уж Что им, блядь, делать? у этой пятерки фантастической, как минимум, кто-то один должен что-то вообще хотя бы уметь. Ну, хоть Ну, что-то. они чуть-чуть умеют. Они. Ну, Один вот дизайнер, вопрос, что- один прогер, один этот овнер. Ну так это уже... Это сильная пятерка. Чё? Это уже, ну, как бы сформировавшийся штат, это, Ну, ну, штат. мини-коллектив. Ну вот. Ну, типа, самое простое, что они могут делать, это сделать там за 2-3 месяца по 2-3 прила абсолютно в разных категориях. Какие-то геймбловые, какие-то утилиты. Посмотреть, что у них, типа, лучше идет. Хотя бы даже просто на продажу эти приложения. Где у них легче выпуск этих прил, какие прилы легче реализовать или, скажем, не реализовать, а просто сконвертировать в какие-то деньги, будь то продажа, аренда или там собственный залив. Ну и дальше после этого теста в 2-3 месяца как бы отстроить себе вектор, куда двигаться. Ну, так тогда, мне кажется, тогда надо идти, в принципе, от ASO, там, либо от UA. То есть, типа, надо сначала разобраться с трафиком, а потом уже думать, что делать. Ну, с трафиком разбираться без чего-то готового. Так, а Ну, что, можно, в принципе, взять все там в аренду Ну, условно. вот это мы, кстати, приходим ко второй теме интересной, про которую мы думали, говорить или нет. То есть, как бы, если они, типа, сидят, и, условно, если они не шарят в трафике, то что они не будут делать, это все до пизды. А если они шарят в трафике, то им, в принципе, они могут и зааутсорсить любую прилу, шигамбловую, этот, и они и там заработают. А если они... Так, подожди, это можно приводить к любой сфере. Если я сижу и не шарю, как разрабатывать, то чтобы я не разрабатывал, оно все до пизды. Так а нахера если я разрабатывать найду разработчика, аутсорс дешевый? то он сделает. В странах СНГ куча ребят с техническим образованием, которые организовали миллион этих аутсорсов. У них можно В заказывать. Индии такое. еще может дешевле, Ну, кстати. чего ты? Ну, ты же на русском говоришь, а не на индийском. Легче. Легче тут договориться. Есть английский, но окей. Ну хорошо, тогда вторая тема, вы можете перевести разработку на аутсорс. Хорошо, дизайн на аутсорс вы переведете, окей. Да всё Вы на что-то аутсорс. не переведете на аутсорс. Все можешь перевести. Чего ты не можешь Ну, перевести? бля, если ты тупой, например, и у тебя нету знаний о работе, не конкретно ты. Вопрос не в этом. Просто, типа, если ты А тупой, ты то ты думаешь, если вообще он скорее тупой, не то он дошел признает, бы. что он тупой? Вот он сидит на диване, думает, о, это про меня. Ты тупой, ему отозвалась, наконец. Так это должно произойти. Не, ну типа у него Любой должны тупой быть думает, какие-то что он умный. знания в любом случае в сфере. Но не может он, неважно, это гимпла, подписки или что угодно вообще другое. Он не может все отдать на аутсорс, он же бизнес на аутсорс не отдаст. Ну вот так Может. сам бизнес — это и есть связка. Этот буквоед, он сейчас, блядь, доебется до всего, Все ты чего- можешь. Нет, вот ты мне приведи пример, что ты не можешь отдать на аутсорс. Хорошо, давай Вот приведи, я успокоюсь. Массаж простаты. Мы возьмем, Можешь. Что, это был подвох. не знаю, у одноклассника Ну вот что. твоего возьмем и скажем, и ты ему, да, и ты ему сейчас скажешь, вот тебе контакты эти. Все, теперь ты, короче, гуру мобильных приложений. Вот тебе Вопрос, контакты ты разработчиков, усложняешь дизайнеров. пример. Так он не сделает это. Что ты ему Нет. дай все готово, он не сделает. Вопрос не в этом. Если ты Почему уже в усложняю чем-то пример? разбираешься, вот у тебя условно есть пул этих задач, условно, разработка, маркетинг, там, что еще, дизайн, финансы, грубо говоря. Ты в чем-то из этого можешь уже разбираться, и остальное, скажем, до накатом пройти. Ну, в таком ключе, да. Так я говорю, ты должен разбираться в этом. Так Это хоть вот в чем-то, Так но ты не во должен всем. разбираться, как скрутить эту тему все вместе. Ну, то есть, условно, приди, возьми ссылку на приложение в Store, дай его даже просто куда там, какие там самые известные аутсорсы, там, SoftServe или что там. Но они тебе сделают просто дорого. Ну, то есть, типа, прилу тебе повторят. А вот как ее там залить, и как этих ботов выставить так, чтобы тебя не долистнуло, никто тебе не сделает. Ну, ты можешь заказать услугу. Словам Стаса, ты можешь весь бизнес перевести Не, на ну, ты аутсорс. можешь, но качество этого не так верняково, как разработки.
Но Ну, разработку легче заутсорсить, чем типа нормально заутсорсить маркетинг, а тем более скрутить это все вместе с платегами, с пейволами. Ну давай сразу накину. Тебе отдали приложение, ты его не протестировал. Там может что-то не работать, что-то Ну, поломается. может Ну, не работать, я согласен. Ну, как типа, бы, так это на каждом этапе аутсорс-бизнеса у тебя такое может происходить. Удобнее ли это? Да. Типа, возможно, он даже дешевле будет, чем внутренний штат. Но опять же, надо нет, так по-разному я не то, считать. чтобы за это топлю, я просто говорю, что как бы остальное, ну, это типа самое простое из того, что можно заутсорсить. Согласен. Я не считаю, что просто весь бизнес ты можешь заутсорсить, не разбираясь в этом Я с бизнесе. этим не согласен, это Стас. Я, в я не принципе, говорил считаю. 100% всего бизнеса, я имею в виду любую из типа сфер, ну типа по направлению ты можешь. Дизайн ты можешь, разработку можешь, маркетинг тоже можешь. Ты можешь быть классным производителем приложений, но ты вот не умеешь их заливать. Ты обратился банально к своему другу, Так говоришь, можешь. полей приложение. Любую сферу Любое можешь, из этого, согласен. из Часть составляющих бизнеса можешь можешь. заутсорсить. Можешь. Я не говорю, что все аутсорсить, в этом смысла как бы даже и нет. Ну, Ну. маркетинг сложнее нормально заутсорсить, чем разработку. Ну, на агентство отдай. Ну, ну не знаю. Ну, Ну, наверное, можно. Типа... Смотря какой маркетинг. Просто чем более он сложный, типа как бы ASO уже сложнее, чем там с Фейсбука лить. Ну да, но был Радосо раньше, они брали на аутсорс, вели, есть до сих пор какие-то агентства, а по перформансу есть другие агентства, и у тебя внутренний банк может хуже работать. Ну как бы это такая очень дискуссионная тема. Там много переменных. Продукт, какой аутсорс, как ты в этом разбираешься, какая у тебя внутренняя команда. Но тут, Сколько у тебя денег? тут надо тогда разделить чуть-чуть продуктовую часть, то есть типа тебе в ней хорошо разбираться, и типа воплощение это. То есть как бы конкретно воплощение продуктовой части, ну, это продуктовая там это воронка, paywall, там Воплощение как на аутсорс выглядит. можно вообще отдавать Да, спокойно. воплощение, да, но типа вот придумать, это как бы ключевая. То есть ключевое в этом бизнесе это маркетинг и вот продуктовая часть. Фрилы, деньги, маркетинг. Хорошо, тогда этим 5 пацанам что проще делать? Аутсорсить? Нет, стоп. Что значит Так, аутсорсить? так смотри, у них есть два варианта. Они могут либо начать искать тебя, меня, и говорить, вот мы, как там было, 3 из Ларса, 5 из Ларса, мы готовы взять какое-то ваше направление и сами стать аутсорсерами. Либо им надо искать аутсорсеров и отдавать какое-то направление из их будущего многомиллионного бизнеса, чтобы они за них делали. Я отвечу на твой вопрос при одном условии. Мы должны признать, что изначально не так стоял вопрос, а что делать 5 пацанам, которые собрались для того, чтобы заработать деньги. Как Да. они могут стать изначально аутсорсерами, производителями, кому-то что-то отдавать на потоке, на объеме, на качестве, если они еще сами ничего не производили до этого? Точно так же, как и если сами будут основывать свой бизнес. Смотри, они, к примеру, думают, чем им заняться. Например, мы говорим подписки или гимбла. Например, он думает, надо идти в подписки. Нам 5. Будем разрабатывать свое приложение каким-то образом. В этом надо разобраться, надо разработать, кому-то стать дизайнером, кому-то разработчиком и так далее. Либо с другой стороны, вот сидят 3 бизнесменов, у них есть подписки и гимбла. И у них есть какие-то ниши, которые не идут на аутсорс в своем бизнесе. Давай мы разберемся в том, что закрывать их боль, и будем брать это как аутсорсер. То же самое. Ну, смотрите, я только что понял, что мы чуть-чуть, мне кажется, нереалистично сформировали. Редко сидит 5 человек и вместе начинают что делать. Никогда не сидит. Обычно какой-то один хитро выебанный сидит и думает, что ему делать. А у него есть еще 4 типа каких-то более типа пассивных каких-то, и он их вот так вот потом привлекает. И этот один обычно идет куда-то, и это называется типа в народе полить тему. Куда-то идет на какие-то встречи, или эти уже устраивается на работу, и вот всю связку как бы крысит себе. Ну да, но у него все равно есть вариант эту связку реализовать. Либо он продает лопаты, либо он создает что-то. Вот и вся... А что продавать, какие лопаты? Продавец лопат тоже создает. Еще раз. Ну, типа, все создают в любом Ты случае. бы создавал, рекомендовал этим типам создавать бизнес какой-то, мелкий, 100 приложений, выстраивать многомиллионную компанию, либо же создавать часть бизнеса, которая может оказывать услуги другим бизнесам. Вот так вот проще, я тебе перефразирую вопрос. Ну, так невозможно Открыть ответить за... 40 дизайнеров поднять, типа, посадить. Студию разработки аутсорс открыть, студию дизайна. Мне кажется, это тоже... Нет однозначного ответа. Ну, в зависимости от того, что у них пошло, что, А что проще, как вы что им считаете? Мне нравится. кажется, это такой же разный майндсет, как между геймблой и подписками. Почему? есть, ну, потому что это типа еще, то есть если
подписочники, это типа такие чуваки, которые в долгу, то это вот среди подписочников такие более сыкливые ребята, кто делает аутсорс, если они делают для мобильных приложений аутсорс. То есть они не готовы как бы рисковать длинными деньгами, они не готовы типа идти в гэмблу и там еще рисковать банами, еще не выплатами. Так у Они них- просто лучше синиться в руке, вот такие вот. Так у них же моментальные деньги. Почему? Ну смотри, если самое немного. сложное найти клиентов. У нас- Моментальные, гарантированные, но немного. Ну, у нас же есть знакомые аутсорсеры большие, которые потом становятся. Вот, у так них это очень... сколько у них лет занимает? Ну, Ну, у них же, когда их было еще там 3-4 человека, у них же не была цель стать аутсорсерами, производителями приложений. На не потоке. обязательно приложение, ну там любого софта. Ну, как Как бы, любого софта, это же все приходящее со временем. что проще, как им быстрее... Ну, я просто считаю, что быстрее на самом деле, в моменте, они заработают денег как раз аутсорсом. Ну, небольшие деньги, да. Небольшие деньги, да. Ну, типа, то есть, как я видел ребят, то там, чтобы условно зарабатывать, типа, там, 50 тысяч долларов, то это надо уже 200-300 у тебя, чтобы человек в Ну, аутсорсе работали. Ну, где-то чтобы так. вот платежок стабильно зарабатывать. Это обычно там, ну, 10 лет у них минимум занимает, чтобы столько стабильно у них людей работало. Я просто знаю, даже в Киеве там несколько компаний, маленьких даже, у них какая была модель? У них было 30-40 дизайнеров, они типа сидели все в Украине, получали, кстати, не так мало денег, на самом деле, по меркам Украины, $1002 в месяц получали. И они реселились все на Штаты, на Германию, на вот это все дело. И один дизайнер видел реальные цифры, сколько им платили за эти проекты и сколько ему считали за эти проекты почасово. Гэп был 60%, что не так и мало. Ну Вот да, это но то, что он реальная увидел. маржинальность, мне кажется, 15-20. Меньше, конечно. Ну, конечно, меньше. У тебя есть косты какие-то побочные. Там минимум тот же офис и так далее, и так далее. Типа, но выглядело просто как не сильно сложная катка. Единственная сложная вещь тут найти клиентов. Это Так естественно. это от майндсета. То есть, ну, аутсорсеры это вполне себе логичные эти. Вот там на подкасте даже, когда у нас был Игорь Перцы, там старый подкаст, там ребята могут посмотреть. Он же говорил, что они там во время войны, я не знаю, как сейчас, может, у них стратегия сменилась, они инвестировали в основном в аутсорсы. Почему? Потому что это, типа, самый стабильный бизнес. У него портрет фаундера — это просто задрот. Типа такой задрот, который по крупицам строит этот. И это всегда дивидендный бизнес, то есть у него всегда есть там 15-20%, Кэш-прибыль. да, кэш-прибыль. И с ростом количества сотрудников его оценка всегда растет. Соответственно, типа во время там разных катаклизмов, типа войн, с точки зрения инвестфонда, это самое это. Вот, но эти люди, они там не хватают звезд с небес. Это разное. За продуктами обычно охотятся мечтатели разные. Ну, окей, да. Но просто я только задумался о том, что мы говорим, в принципе, мы представляем часть мобильной индустрии. И вот у нас возникают какие-то там вопросы, к примеру, мы озвучиваем, дизайнеры нужны, разработчики нужны, финансы нужны, маркетинг нужен. Сидит, не знаю, умный, неумный человек, который нас смотрит, думает, як заробити гроші, как вы пишете. Так вот, вы уже как минимум можете понять, есть какие-то боли, то есть есть там боль по разработке аутсорс, боль по дизайну. Вот, если хотите, можно поднять, можно написать, к примеру. Но Можно это же ты условно написать. ему предлагаешь как найм просто, это фриланс. Почему как фриланс? Он может, если у него, он может поднять Так троих, в чем пойти. бизнес? Ну, бизнес очень просто. Он посмотрел, как ты говоришь, самый ушлый. Пошел в университет, нашел 3 студентов, там, второ-третьекурсников по программированию. Взял и сказал, пацаны, там, не знаю, буду вам готов столько-то платить. В этот же момент взял, написал кому-то из нас, говорит, ребят, типа, готов предоставлять вам приложение на аутсорс разработку. Какие цены? Мы говорим. Он считает, сколько там он готовый платить ему, он понимает, сколько он будет платить этим студентам, у него появляется зазор, он превращается в аутсорсера. Так тогда, наверное, правильно это все классифицировать по-другому. То есть должно оно идти от запроса. Сколько ты хочешь зарабатывать в месяц, либо ты сколько хочешь всего заработать. И сколько у тебя есть денег Соответственно, на данный момент? если у тебя есть задача зарабатывать несколько тысяч долларов в месяц, либо там, например, 10 тысяч долларов в месяц, и тебе больше сильно не надо, то самый простой способ — аутсорс. Если ты просто хочешь, типа, срубить бабок в моменте и там купить себе Мерс AMG, к примеру, то проще способ там, чем арбитраж, либо делание Да, гэмблы, да. тут нету. А если у тебя запрос как бы построить и каждый месяц генерит там 50, 100 тысяч и так далее, то тут уже подписки. Но это ты не будешь ждать, что это быстро придет. Не будешь. Что ты думаешь по этому Тут от поводу? запроса денежного скорее надо идти. Я немного не согласен, что зависит только от того, кто сколько хочет зарабатывать. Тут опять же зависит от того, что человек умеет. Но если он типа умеет, не знаю, красиво рисовать
какие-то картины или там в фигме рисовать, ну, как бы... Нет, так это вы говорите найти заточен- профессию. Мы говорим про предпринимателя, который хочет заняться Срубить капусточки. какого-то каким-то бизнесом. Нанять других людей. Понятно, Ну, что если это... Если мы говорим вообще, в принципе, про именно предпринимателя, он может делать, в принципе, Ну, все, что он предприниматель в хочет. мобилке пришел, вот говорит, Все, что хочет, хочу он в может мобилках делать. именно. Все, что угодно. Ну, типа, не знаю, от продажи простых приложений утилитных до, там, не знаю, написания своего большого крупного MMP и составить конкуренцию Ну, это апслайеру. разные Все, что угодно. разные Это деньги, разные очень широко. экспертизы. Как человеку выбрать? А по каким критериям? Я вот придумал, что потому, сколько он денег хочет заработать. Я на самом деле считаю, что впоследствии его аутсорс может стать очень большим. И, в принципе, чем дольше они будут этим всем заниматься, где-то они как-то начнут плюс-минус уравниваться, честно говоря. Не, он может Просто есть потолок у стать аутсорса. очень большим, я согласен. Ну, как бы условно даже очень большим. Но это легко же посмотреть, они там все более-менее публичны. Но у него есть потолок. Типа, скажем так, больше он там Ну, физически не ЕПАМом захватит. он вряд ли станет. Это ЕПАМом вряд ли мало станет. очень вероятно. Уже есть типа ЕПАМ и все. Ну, каких-то типа сотни людей на него может работать. Но при сотнях людей, вот я же говорю, то есть, типа, если там несколько примеров, то есть там 200-300 человек, это где-то там на владельца 1050 чистой прибыли. Ну, вот на что он может рассчитывать. Ну, типа, вряд ли он сильно больше этих людей В соберет. Гимбле в месяц может 50 тысяч заработать чистой прибыли. В один. В Гимбле может, и с одного приложения может. Если повезет. Если не повезет, ничего может не заработать. Я думаю, что нужно определяться согласно своему пэшену. Ну, что тебе больше Ни нравится. хера не знает, что ему нравится. Просто, а почему ему? Пришел предприниматель, говорит, апками Слушай, хочу вот заниматься. вот так на самом-то деле, типа... Так пишет реально много на- таких людей. Хочу, увидел там вы апками, не хочу арбитраж там Они позанимался. предприниматели? Не хочу. Ну, как он считает, да, я же не знаю. Не, так просто... Но он Ну, как бы в предпринял моем- уже это Он действие. уже предпринял действие. Не, ну написать. так, конечно, конечно. Ну, как бы... Если он предприниматель, ну, скорее всего, он как бы знает свои какие-то желания, потребности, с чем он хочет работать. Ну, как бы предпринимателю мы вряд ли что-то, ну, истинному предпринимателю вряд ли мы что-то, Ну, скажем, сможем вложить, типа, в Да не видение. вложить, вспомни просто себя типа 10 лет подсказать, назад. Ну, навести типа, на правильную мысль. Ты сидишь, к примеру, смотришь какое-то видео, и сидят три типа, рассказывают что-то, что можно где-то заработать деньги. Ты где-то уже работаешь при этом, не знаю. И вот ты смотришь, они что обсуждают, там какие-то деньги, какие-то приложения и так далее. Ну, и вот из этого конфигурации, из этого видео, если бы ты захотел сюда впрыгнуть, какой самый простой способ? Я думаю, найм. Типа, куда ты сотрудником ты пошел? Да, ну Не, вот я тоже изначально сотрудника. базово, Если такой вариант что есть ты... у нас, то как бы А он намного- есть в любом случае. намного легче пойти в классную контору и там как бы научиться. А почему бы ты не затеял схемку с аутсорсом? Ну, смотри, во-первых, как бы у тебя в любом случае должен быть какой-то трудовой опыт, ты где-то что-то должен научиться делать. Ну, как бы любой предприниматель когда-либо он был в найме. Пусть там не по своему профилю, пусть Так там нет, ты даже в не найме по своей работаешь. воле. Ты сейчас в найме работаешь, на какой-то Ну. работе, типа, не обязательно в этой сфере, в другой какой-то сфере работаешь. Вот услышал, что тут вот так вот разговаривают. Просто в моем понимании, как бы в найм пойти сюда, я бы пошел, чтобы разговаривать на одном языке хотя бы, как минимум, с этой структурой. Но так, типа, схемка с аутсорсом звучит не так плохо, особенно если у тебя... Мы просто когда так заказывали даже приложение, работали. И был такой парень, у него был аутсорс тогда еще в Украине небольшой, он нам еще остался должен денег, он был молодой, у него были как раз по такой схеме молодые студенты, пацаны. Они все работали, отдавали приложение. Ну, он же был в теме приложений, в принципе. А я, кстати, даже не уверен. Не особо. Ну, вообще он- никак, типа, он не связан ни с Не, ну, приложением, ни с чуть-чуть, трафиком, ну, ни с чем, и чуть-чуть он был. организовал Не, аутсорс. ну, у С него универом было он был, техническое да, техническое образование. образование было. Но он сейлзом был скорее. Типа, Да, то есть, сейлзом как был. бы, Он Не продавал программистом. хорошо. Ну, торговцы счастья могут все что угодно продать, в принципе. Ну, вот. Торговцы счастья. Ну, это же торговцы настроением, эмоциями, ну, как бы... Ну, завернуть можно все что Не, ну я угодно, просто к тому, понятно. у него тогда, что, у него тогда какие-то были деньги, но просто я только это как раз-то вспомнил в тему диалога. Он, в принципе, неплохо себя финансово чувствовал на тот момент. Не, ну да, но опять же, что у кого какие типа мечты и кто там о чем стремится.
Ну да, но мы тогда не создавали студии мобильных разработок, не делали 200 приложений, не было тогда геймплей, это было вообще нишево Но сам все. по себе вайб делания какого-то продукта дает тебе ощущение, потому что ты равняешься. Там есть какой-то Uber, Ну, Bolt. типа, ты стремишься к ердам. Да, и ты типа как бы а-ля в своем понимании можешь выстрелить, но самый, блин, тупой понимает, что на аутсорсе ты там какие-то миллиарды не сделаешь. То есть это уже разный характер у этих людей. Это вообще, чтобы Но что-либо если они вообще понять... что-то анализируют. Скорее это всего ты где-то просто, блядь, кто-то там знакомый занимается, ты туда и пошел. Обычно так это работает. Но если мы уже говорим, что как бы человек принимает это решение. Я думаю, что в первую очередь надо в чем-то хоть чуть-чуть стать специалистом, по крайней мере, чтобы ты себя начинал хотя бы им ощущать. Фрилы, деньги, маркетинг. Хорошо, Найм. ты пошел бы в найм. Да. Ну и все, и ты попал в эту белка колесе, блядь, и работал Ну и бы куда в бы ты найме. пошел в найм? То есть в какую контору? В Давай. аутсорс-контору, в подписочную или в гимбловую? 10 лет назад, чуть меньше, чем 10 лет назад, я выбрал идти в арбитраж. геймбловые истории, да. Ну ты же выбрал не потому, что у тебя выбор был, а потому что просто товарищи занимались. Ну, кстати, смотри, выбор же есть, в принципе, всегда. Можно, типа, У тебя идти... не было выбора подписок или еще какой-то истории? Ну, передо мной вот так вот не лежали, условно, предложения, рабочие да. контракты, и мне просто надо было выбрать. У меня не было времени их изучить, там, прочитать, все подводные камни. Конечно, такого не было. Ну. Ты и так в табачке работал. Да, то есть ты считаешь табачку тоже своего рода гемблингом? Ну, какой Что это? есть риски? Ну, среди товарки это гэмблинг. Алкоголь, табачка. Это как гэмблинг в товарах. Ну что лучше, мебель или табачка? Ну, получается, продавец счастья ты был. Чувак, всегда, получается, ты всегда был с возможно. камером. До этого чехлы эти. А в чем А чехлы? посмотри, это? сколько ты их закупил и на сколько продал. Давай так, какой рой? Ну, это, кстати, такая интересная история. Короче, мы с другом скинулись, по-моему, по 200 гривен. Это был 2011 или 2012 год. Закупили с Китая чехлы. И больше вообще не вкладывали ни копейки, ни гривны абсолютно. Суммарно мы за там 8-9 месяцев сколько продавали эти чехлы, всякие там наушники, пленки и прочее. По-моему, если я не ошибаюсь, заработали там в районе 3-4 тысяч долларов на руки каждый. Ну, 700 рой гривен? хороший. 400 гривен, Ну, с 6 тысяч 400 долларов. гривен суммарно. По 200 гривен Ну, это скинулись. сайт был А какой курс был? Sunsky или какой-то был сайт, Sunsky был, да. плюс Алик тогда уже работал. Типа с 50 долларов, да, где-то 8 был курс. Да, 50 долларов. 50 6 тысяч. Видишь, какой у тебя путь? Типа товарка, это чехлы эти. Потом табачка. Опа. Потом гэмбла. Я еще в спорте был. Арбитраж. А нутра. Я в спорте еще был. Ну вот спортом чуть отбелился. Так это он продавал, это что отбелился? Абонементы, спортлайф. Ну да. Я С не камовой. продавал никакие абонементы, не А надо. Что ты делал? Управлял Я- теми, кто продает. Я был спортивным хостес, ключи выдавал. Ключи. Ты давал людям надежду фейковую, что они похудеют. Почему в пайковую надежду? Ну Во-первых, сколько из них худело? Давай честно Я посмотрим. думаю, кстати, очень процентном низкая конверсия. соотношении. в Очень зале. низкая конверсия в похудении. Чувак, ты с камер выходишь? я бы не хотел бы на этом заканчивать видео. Ну, кстати, интересно, я вот сколько в залы не ходил, и когда видел постоянно одних и тех же людей, допустим, даже длительный период времени, я никогда не видел, чтобы они худели реально. Но ты же их не взвешивал. Так визуально, ну. Ну, а визуально, смотри, человек может носить оверсайз. Да какой оверсайз? Он в зале, блядь. Какой оверсайз? Ну, там срок Я согласен со Стасом. одного зала, когда я ходил там дольше всего, был 7 месяцев примерно. Я ходил примерно в одно и то же время, там были примерно одни и те же люди в это время. Хорошо, ты согласен, если ты постоянно видишь одного и того же человека, какие-либо изменения тебе тяжело. Ну, братан, как бы если увидеть. он толстый или худой, Что заметить за легко. бодишейминг? Чувак, Чего? ты Бодишейминг? Он Да. бодишеймер. Ну, он шеймит сейчас. Чувак, ты шеймишь. Shame on you. Ну, бля, ну если подруга весит там 100 килограмм. Боди-позитивный. Да какая она будет? Сейчас повесточка другая немножко по миру пошла. А ты хотел до-после, чтобы было, да? Это нарушение, чувак, за такое бан По дают. гайдлайну. По гайдлайну, между прочим. Такой хуйни нельзя использовать. А что вы выбрали, товарищи? Я выбрал тоже арбитраж.
А потом Ну, подписки. так значит, ты тоже скамер? Ну, типа, А я арбитраж не выбирал. Смотри, Получается, я- подкаст 2 с камерой. Почему? А Не, ты Я не вообще... выбирал А арбитраж. ты по-другому скамил. Мы А- к этому а- сейчас а- дойдем. а как мы это смотрим? То есть, типа, аутсорс — это вообще не скам, Это не скам. подписки — средний скам, а, типа, арбитраж — жесткий скам. Но подписки для рядового сотрудника в найме на самом деле не скам. Но я просто, получается, двигаюсь от скама к не скаму, а Стас от скама к скаму. А ты? Почему это я двигаюсь от скама к Ну, скаму? чувак, смотри, фейк-спорт, Какой табачка, фейк-спорт? товарка, гэмбла. Что из этого хоть одно хорошее ты делал? А ты помнишь свои оффлайновые роды деятельности? Чем ты занимался? Нет. Каким этим сетевым маркетингом? Да, Как говорит, минимум. говорит Виталик, как охуенное предложение есть. Как цешка охуенная по улице ездит. Говорит, охуенное предложение. Говорит, Еще и в универсал. кофе, говорит, покупай. Я С говорю, грибом зачем? Я Ганадерма. говорю, зачем мне твой кофе? Он говорит, я не пью кофе. Говорит, так, чувак, его не надо пить, его надо купить и продать. Бизнес просто. Ну что еще, какой еще оффлайн? Ну, ты вспоминай, чем ты еще Не занимался. Потому что чехлами еще занимался. Ну, чехлами, айфонами. Айфонами занимался. Ну, ларьками. Ну, там Ну, что нигде там не скам? было скама? Нет. Да, в плане. На iPhone хот-доги? 4 там можно было переклеивать черную крышку на белую, когда они типа не вышли китайские. Он Не, продавался ну такое, дороже. да, ну типа. Не, ну ладно, хорошо. Все равно мой трекшн от скама к среднескаму, а твой только по скаму. Да нет у меня никакого А скам-трекшена. давай с О ним чем ты- разберемся. О чем О чем ты мы только про говоришь? себя. Не, мы сейчас к нему дойдем. Во-первых, ну, типа, я считаю, что скам — это когда ты что-то заплатил и не получил ничего. Вот Ну, абсолютно. это Только- чистый только скам, так. да, это чистый Ну, скам. так просто, ну, я бы не оперировал этими словами. Ну, есть как бы манипуляция. Ну, какого-то Не, рода ну вот они смотри, есть чистая присутствуют. вода, а если туда что-то капнуть, это ж тоже что-то? Вот так. И что это значит? Вот то был чистый скам, а это уже чистый или нет? Это Это уже бодяженый. типа оттенок. Это бодяженый. Не, ну откровенным скамом никто из нас не занимался. Типа откровенный скам, Не, ну если там во не всех- кардингом, да, не если такой во хуйней не всех этих занимался. категориях это крипто-колл-центры, карш, такое вот, это откровенный скам. Типа это подсудное дело, мы занимаемся законными А, видами он, кстати, с деятельности. камер, он прикидывался, препода, прикидывался, что нейтив англичанин, а сам не нейтив. Это вообще Я не прикидывался. разъебный товар. Чувак, ты продаешь как обычный товар, а там китайская подделка. Какой разъем на товар, это хороший креатив Да, называется. тебя продавали как английского препода в Китае, а Да. ты был украинским этим. Ну так это хороший креатив. Ага. Это ж типа мелкий текст на дисклеймер, который никто не читает. Что он Не из знаю, Украины, я этот считаю- англичанин. Я считаю, что это скам. Я тоже считаю, что это скам. Итог, блядь, результат был хороший, ебать. Какой? Китайские Какой? дети узнали слово «док». Чувак, Какой результат? важно же смотреть не на креатив, а на продукт, который был под креативом. А продукт был Какой? Ты- хороший. Я... Так ты не продукт, ты сам бриллиант сказал, просто. что ты был креативом. Нет, продавали меня как креатив. А потом-то был продукт. Как облу... Блядь, тебе Хорошо, реклама в как ты инсте себя вылазит. ощущал в этой. этот момент? Чувак, ты был этими Охуенно. приролами перед пейволом, Максим. Я был, чувак, фоткой. Пейвол типа, это бухгалтерия функциональности этого продукта. скам-садика. Хорошо, в до-после. Ты был до или после? Я был после. Да нет же! Я был после, чувак. Нет, После чего? я не знаю, а до чего? Или перед чем вообще? Перед чем, чувак? Вопросов больше, чем ответов, на самом деле. Ох. Короче, стало ясно, что ты самый мутный. Потому что с тобой вообще Как ничего не минимум ты в понятно. черном, мы нормально себя в светлом. Ну, Сказали 2 не с камер. Light Apps Podcast. Точки поставить какие-то где-то. Ты пошел бы в арбитраж. И ты пошел в Сейчас? арбитраж. А сейчас бы ты куда пошел? я думаю, что... Пилоты сейчас скажет. э, В молочку. Помнишь, как ты веселым молочником хотел стать? Это вообще когда было? Ну, не так давно.
Относительно чего не так давно? Ты когда-то хотел стать веселым-молочником. Но я даже не знаю, как это прокомментировать. Ты По-моему, же честный просто. Честно. Ну не начинайте, бля. было дело. Всё, говоришь. Ну, куда бы ты сейчас пошел? Ебал, ты ответишь на вопрос. Конечно. Ты в проктологи, в врачи, в Ну, гастроэнтерологи. ты бы осуществил какую-то свою мечту нереализованную или пошел бы делать деньги? Свою нереализованную денежную мечту. Стать арбитражником. Нет. Так это ты на 2 стульях решил сейчас усидеть. Да, но их-то намного больше. 3. Я не понимаю, почему мы пытаемся зафиналить конкретно на моем решении. Да не обязательно Я считаю, что вот какой правильный вообще трекшн. Типа тебе изначально нужно определиться, чем ты хочешь заниматься. Дальше, если ты это уже умеешь делать, делай, занимайся, развивайся. Ты просто Если ты хочешь это бабки не зарабатывать. но все равно тебе надо научиться их зарабатывать. Тебе нужно научиться что-то делать. Зарабатывать деньги — это не что-то конкретное, это Нет, я как бы согласен. абстракция. Поэтому тебе в любом случае надо что-то делать. Если ты это умеешь делать, ты это делаешь. Если ты это не умеешь, у тебя Ты есть не два делаешь. варианта. Нет, почему? Ты ж хочешь. У тебя есть два варианта. Первое — это ты пробуешь самостоятельно научиться, либо ты идешь туда, где тебя научат, подскажут и так далее. Вот. Я бы начинал только с этого. Ну, я бы тоже Собственно, шел на работу. я, кстати, так и начинал. Я как бы, А ты что по-моему, скажешь? весь этот выпуск говорю о том, что, типа, если ты не умеешь, надо начинать с найма. Не меняло. Если ты молодой предприниматель и посмотрел YouTube про мобильное приложение. Я пошел бы куда-то работать. Арбитражник ты какой-то. И В хочешь аутсорс бы я не пошел определенно. Ты арбитражник? Ну да. Так ты даешь такой же ответ. Ну, это самый простой путь. Я бы по-другому сформулировал. Если спросите меня, я бы сформулировал так, как вот это я придумал про деньги. Спросим Диму. Не Спросите. знаю, давай подумаем над этим. Давайте вы меня не будете спрашивать. И тогда я ничего не скажу. Мне просто поступило сообщение на телефон с просьбой спросить тебя. Да, о чем? Мгм. Ну, как Куда бы бы ты пошел? Как бы ты поступил? И как быть? Молодому арбитражнику? Почему арбитражник? Почему решишь, что он Сидеть арбитражник? с дивана? Почему молодому? Что за эйдж-шейминг? Извините. Ну, мы же не решили, что он арбитражник. Он где-то Короче, работает, чувак. если из трех выбирать, если ты посмотрел канал про приложение, я бы посмотрел на свой характер и подумал бы, сколько я хочу зарабатывать. Если хочу зарабатывать до 10 тысяч долларов в ближайшей перспективе, то в аутсорс. Если хочу много денег сразу и выебываться перед малой, то самый резонный вариант гэмбла и вот все вокруг этого. А если хочу просто долгих денег и не париться за завтра, то в подписке. А если ты посмотришь, а если он посмотрит потом следующее видео будет про холодильники, допустим, ну тогда, соответственно, надо разбирать эту ситуацию уже отдельно. Ну, это же вот кто-то сидел, смотрел видео про нас, про Да. приложение и так далее. Следующее видео в предложке может быть про холодильники, учитывая, как работает предложка YouTube. Да. И там, соответственно, у него уже будет другая инфраструктура и другие водные, куда ему Такую разветвиться. морозильную секцию. Ну да, в морозильную секцию, в холодильную Тогда мне секцию. из этого я бы пошел в морозильную. Ну, либо на верхнюю. Финалем. Да, но я бы еще чуть дожал бы. Дожми. Тут просто контрмысль ко мне подлетела. Ну а кто как бы в здравом уме будет говорить, ну, я вот хочу не больше 10 тысяч долларов. Да заработать». дофига людей, на самом деле. Нет, это чувак, это ж... Ну, это ж типа граничная Но планка. не больше, ну, я имею в виду, что это как бы... Ты можешь и больше при долгой работе, но люди же обычно смотрят, сколько я там через год смогу. Но вряд ли он, сделав аутсорс, через год сможет зарабатывать 100 тысяч. Но вряд ли он, Мало ли. сделав мобильные подписки, через год сможет зарабатывать 100 тысяч. Мобильные подписки не сможешь. Ну, давайте так, через год. То есть, условно, в аутсорсе ты сможешь зарабатывать типа 10 там через год, если все классно сделаешь. В мобильных подписках сможешь зарабатывать через год там 5-7 тысяч, но они будут расти и понемногу. В гэмбле ты, возможно, все проебешь, а возможно, заработаешь типа сразу 100 тысяч. Вот плюс аутсорса, что ничего особо не надо вкладывать, только надо найти лохов и нанять их.
Вот если у тебя все... Не, ну это опять же, это разные вещи. Если ты идешь в найм, то ты нигде ничего не вкладываешь. Если Да ты ничего идешь, не если ты создаешь продукты, то в аутсорсе тебе нужны все равно будут какие-то деньги на матчинг, там, на кассовый разрыв от заказчика к этому. А в геймбле тебе, кстати, много денег надо будет, на самом деле. Потому что тебе надо на приличная оборотка, чтобы как-то проливать и много с нее зарабатывать. В подписках средне много. Мне кажется, в подписках больше надо вложить. Потому что в гамбле учетом, к примеру, мы же представляем эту всю модель, что и там, и там, и там ты шаришь, как бы, что тебе делать. Ну, условно, в гамбле тебе меньше надо денег, если шаришь. Соло-арбитражнику, чтобы 200к заработать. Ну, в гамбле в АСО-прилах. Причем тут арбитраж? Так мы, типа, не только про соприлог. Гимблу, как сферу Так а говорим. как, типа, можно арбитраж? Мы в рамках приложения же говорим, как можно арбитраж сравнивать. Это же вообще другой род деятельности. Можно же ссылку арбитраж, причем ты приложение. Можно? Не, АСО-приложение. АСО и подписочный. АСО, подписочный аутсорс. Ну, в таком контексте, я думаю, что больше денег как раз-таки на подписочные нужны. Как минимум просто потому, что... Мне тоже кажется, на ну, подписочные, да. деньги длинные, Ну, соответственно... они будут дольше мроситься даже. Да. Ну да. А А гамблу, тебе... если знаешь, что делать, по какому там ключу станешь, то тебе не сильно много надо. Ну, больше, чем в аутсорсе, потому что в аутсорсе просто нанять надо сотрудников. Ну, хоть на этом сошлись. Скрестим руки. Так думаешь? По-братски? Руки короткие. Не, братан, давай без этой хуйни. Я вот в это уже не хочу играть. Блин, а почему ты слился? Папа,